Привет алгебраистам! Требуется упростить вот такое выражение или найти его, ну, какое-то красивое, конечно, значение. И задача взята из материалов международной математической олимпиады. И эту задачу предлагала Франция. Ну, я думаю, половина зрителей ее решит, потому что задача, на самом деле, на уровне 8 класса, да, когда-то задания были не столь сложные, сейчас они значительно усложнились. Ну, давайте посмотрим, как можно решить эту задачу. Ну, вот перед вами я действительно показываю, что я эту задачу взял из материалов международной математической олимпиады. Вот книжка у меня есть. Все видят международные математические олимпиады, шикарный такой сборник. И вот задача 183. Является ли число, наше выражение, рациональным или иррациональным? И предложила эту задачу. Все видят? Франция. Так что у нас все по-честному. Давайте приступать к решению. Ну, какой может быть способ или подход к решению этой задачи? Вот если бы это были квадраты, то тогда мы сказали бы, что под этими корнями нужно преобразовать выражение и получить, ну, в первом случае, наверное, куб суммы, во втором куб разности. Вот посмотрите, я напомню, для тех, кто не столь продвинут в математике, допустим, мы возводим в квадрат вот такое выражение: корень из 3 плюс 2. Получается, квадрат первого числа дает троечку, плюс удвоенное произведение первого числа на второе даст 4 корней из 3, и плюс квадрат второго числа даст 4. И вот теперь уже выражение-то неузнаваемо меняется. Получаем 7 плюс 4 корней из 3. И в школьных учебниках полным-полно задач, где требуют упростить вот такое выражение. Напомню, корень здесь квадратный. И детишки пишут, что легко заметить, что под корнем можно выражение преобразовать вот в такой вид. Ну и по свойству корня мы получаем корень из 3 плюс 2. Все получается хорошо. Есть, конечно, специальные формулы, но в школе их не знают. Ну, а вот как поступать в нашем случае? У нас корень кубический. Ну, наверняка требуется воспользоваться формулами куба суммы и куба разности двух чисел. Это частный случай бинома Ньютона. Вот одну формулу я вам напомню просто. Куб разности двух чисел равен кубу первого числа минус утроенное произведение первого числа на квадрата первого числа на второе, плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго и минус куб второго числа. Часто преобразовывают это выражение и представляют в другом виде. А куб минус b куб. А вот эти слагаемые группируют и выносят 3аб, и получается выражение а куб минус минус 3аб на а минус б. Кругом одни минусы. Советую запомнить эту формулу. Встречается очень часто, даже в тригонометрии. Ну, естественно, в высшей школе, в университете. Поэтому, если вы школьник, вам точно пригодится эта формула. Посмотрите, я обозначу это выражение какой-то буквой x. И теперь возведу в куб обе части. Применив формулу куба разности. Вот в куб. При этом замечу, что вот это выражение в скобках, это просто x. Оно у нас потерялось слегка. Ну, давайте возводить. Вот это а минус b возвожу в куб. Это куб первого числа. Можно было сразу освободиться от радикала, но я все-таки напишу чуть более подробнее, чтобы было понятно тем, кто не такой прошаренный. Вот, куб первого числа минус куб второго числа. Корень кубический из корень из 5 минус 2, и все это в кубе. Вот получили а куб минус b куб. Теперь минус 3аб, минус 3а, это корень кубический из корень из 5 плюс 2, умножить на корень кубический из корень из 5 минус 2. Умножить. А на что умножить? Посмотрите, на а минус b. Можно записать это выражение, но а минус b у нас x. Можно сразу написать x равно x в кубе. В этом весь секрет решения. Ну что, возводим куб. Знак корня исчезает. Корень из 5 плюс 2 минус корень из 5 минус 2 напишу в скобках минус 3. А здесь что будет у нас после применения свойств корня и записи под общим корнем? Это будет корень кубический из корень из 5 плюс 2 умножить на корень из 5 минус 2. Это же разность квадратов. Корень из 5 в квадрате 5, минус 2 в квадрате 4 единица. И корень кубический из единицы тоже единица. Получается единица. Верно? Верно. Ну а дальше что? А дальше x равно x в кубе.
И получается кубическое уравнение. Корень из 5, корень из 5 взаимно уничтожается. 2 минус минус 2, 4. 4. Тогда мы получим, перенеся все в правую часть, х в кубе минус 3х минус 4 равно 0. А почему минус? Плюс. Все, на курсы Казакова надо. Считать разучился. Здесь все видят, что корень единица, правильно? Поэтому значение нашего выражения уже единица, но я все-таки поступлю по-школьному, разобью минус четверку на минус 1 и минус 3, вот, и разложу на множитель методом группировки. Вот сгруппирую это слагаемое. Здесь разность кубов. Х в кубе минус 1 раскладывается на разность чисел. Х минус 1 умноженную на неполный квадрат суммы. Х в квадрате плюс х плюс единица. Ну а здесь вынес троечку плюс 3 на х минус 1. И все это равно нулю. Ну что ж, выношу. Получается х минус 1. А в скобках х в квадрате плюс х плюс 4. И все это равно нулю. Квадратный трехчлен во вторых скобках имеет дискриминант меньше нуля, действительных корней не имеет. Приравняв нулю первый множитель, я и получу х равно единице. Таким образом, значение нашего выражения единица. Ну, представьте, насколько красивый пример, что такое вот, ну, страшное внешне выражение все-таки равно после преобразований единице. Это просто потрясающая алгебра, красивая математика. В качестве домашнего задания я вам предлагал попробовать преобразовать подкоренные выражения и извлечь из них кубический корень. Напишите, возможно, какой-то другой способ решения вы нашли. А я рад, что вы досмотрели до конца, поставили лайк. У нас осталось 30 человек, чтобы было 37 тысяч подписчиков. Вот. Нас мало, но мы в тельняшках на канале YouTube. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.